Привет, ребята! С вами опять я, Наташа, и сегодня мы продолжим говорить о возвратных глаголах. В первом видео о возвратных глаголах мы говорили о, собственно, возвратных глаголах. Это такие глаголы, у которых «ся» на конце означает «себя». Например, глагол «умываться». Я умываюсь, значит, что я умываю себя. В том видео я также вам сказала, что есть больше возвратных глаголов, и эти возвратные глаголы делятся на разные категории. Так вот, сегодня мы поговорим о взаимно возвратных глаголах. Что это за глаголы? У этих глаголов тоже есть на конце «ся», но «ся» не означает «себя». Взаимно возвратные глаголы описывают такое действие, которое происходит между двумя людьми, или, может быть, даже больше, между тремя, четырьмя, или группой и каким-то человеком, или вообще в группе какое-то действие. И это действие должно происходить от обоих, если у нас два человека, от обоих людей одновременно. Это как бы действие между ними. Я думаю, будет понятнее, когда я приведу примеры. Итак, сегодня мы сфокусируемся на двух взаимно возвратных глаголах. Это встречаться и видеться. Вы знаете глаголы «видеть» или «увидеть», да? Например, я вижу перед собой камеру, я вижу, здесь мой сын играет, я вижу, там мой кот спит. А что же значит «видеться»? Вот вам первый пример. Смотрите, представьте, что это я, а это мой муж. Я говорю, мы сегодня виделись. Значит, я видела его, он видел меня, мы виделись. Я и мой муж сегодня виделись. Мы виделись. Я виделась со своим мужем. Значит, я проснулась утром и сказала «Привет, дорогой». И мой муж проснулся тоже утром и сказал «Привет, дорогая». Мы поздоровались. Кстати, глагол «поздороваться» тоже взаимно возвратный, да. Вы говорите «здравствуйте» или «привет», и человек другой тоже вам говорит «здравствуйте» и «привет». Значит, поздороваться. Это действие, опять же, между двумя людьми или больше. И так вот, мы виделись сегодня утром, но потом мой муж ушел на работу. Он ушел на работу, а я осталась здесь, и я снимаю видео. И я говорю сейчас, что мы снова увидимся вечером. Я увижусь со своим мужем вечером. Мы увидимся вечером. Значит, мой муж вернется с работы, и мы опять увидим друг друга. Мы встретимся дома, да, он вернется домой, и мы увидимся. Следующий пример с глаголом «встретиться». Да, встретиться, встречаться. Встретиться – это совершенный вид, а встречаться – несовершенный вид. Опять та же ситуация. Я, мой муж уехал на работу, я осталась дома. Я думаю, ага, когда мой муж вернется с работы, он будет хотеть есть, он будет голодным. Значит, мне нужно приготовить ужин. Но мне лень сегодня, я не хочу сегодня ничего готовить. Я думаю, давай-ка я позвоню своему мужу и предложу ему встретиться в ресторане и вместе поужинать. Значит, я звоню и говорю, дорогой, давай-ка мы встретимся в ресторане и поужинаем там. Что это значит? Это значит, что мы договорились о каком-то времени, конкретно, когда мы вместе встретимся в ресторане. Значит, в то время я пойду в ресторан, и мой муж тоже после работы сразу же приедет в ресторан. И там мы встретимся. Встретимся, сядем за стол и будем ужинать. Я встречусь со своим мужем в ресторане. Мы встретимся. Я и мой муж встретимся в ресторане. Почему я повторяю несколько раз практически одно и то же предложение? Я хочу, чтобы вы запомнили правильную конструкцию. Потому что, смотрите, если я говорю «мы встретились» или «мы встретимся», после «мы» глагол во множественном числе. Также, если я говорю «я и мой муж встретимся», опять во множественном числе. «Я и мой муж встретимся» или «мой муж и я встретимся». Но совсем по-другому мы говорим, если я говорю так. Я со своим мужем. Да? Я встречусь в единственном числе. Я встречусь со своим мужем. Или если мы поменяем, мой муж
встретится со мной. Мой муж встретится со мной. Так, еще больше примеров. Он встретится со своей подругой в парке. Он встретится со своей подругой в единственном числе. Но если я скажу, что он и его подруга встретятся в парке, множественное число, встретятся, или если я скажу они, да, он и его подруга, это они встретятся в парке. Если я говорю о вас, ты и мои родители, это вы. Ты встретишься с моими родителями в театре. Или мои родители встретятся. Мои родители встретятся с тобой в театре. Но если я скажу, ты и мои родители встретитесь, множественное число, вы, ты и мои родители встретитесь в театре. Вы встретитесь в театре. Кстати, я извиняюсь за всякие странные посторонние звуки, просто мой сын простыл, он сейчас больной, и поэтому мы решили подарить ему сегодня подарок. Он получил свой первый набор солдатиков, потому у нас сейчас, ого-го, что происходит на диване. У нас здесь идет война, бой, дерутся две страны, две армии, Америка и Германия. Кстати, американцы, наверное, не справляются, потому даже приехала американская полиция, значит, армия не справляется. Но когда я смотрю на этот флаг, мне кажется, что Германия проигрывает, потому что немецкий флаг уже весь пострадал. Так, сейчас я получила очень много солдатов. Целый набор у меня. Вот, не знаю, что с ним делать. Лента, давай, может, построй их всех в ряд, что ли? Зачем они у меня тут будут лежать? Построй ряд, пускай стреляются. Слово «встречаться» также имеет значение dating. То есть, если у вас человек спрашивает, вы встречаетесь, он имеет в виду, он хочет знать, вы пара или нет, у вас есть романтические отношения или нет. Если подумать, то встречаться и видеться — это очень близкие по смыслу слова. Потому что значит встречаться? Встречаться значит видеться с человеком. Но так как слово «встречаться» также означает быть в паре, иметь романтические отношения, то иногда вы можете увидеть слово «встречаться» и видеться в одном предложении. И вы можете запутаться, не понять, о чем это. Я вам приведу пример. Мы встречаемся 2 месяца, видимся 1 раз в неделю. Что это значит? Как понять это предложение? Мы встречаемся 2 месяца. Значит, что у нас есть отношения, мы пара уже 2 месяца. И мы видимся раз в неделю, значит, что мы ходим на свидание, или там ходим в кино, или парень приходит к девушке, девушка приходит к парню, и это случается только 1 раз в неделю. Значит, мы видим друг друга только 1 раз в неделю, но мы пара уже 2 месяца. Среди подростков очень популярна фраза «давай встречаться». Это значит «давай будем ходить на свидание», «давай будем пар», да? «Давай встречаться». Для более взрослых людей эта фраза не очень подходит, как-то звучит по-детски, несерьезно. Я советую лучше говорить «давай встретимся» и потом предлагать место, где встретиться. Например, «давай встретимся, пойдем вместе в кино», или «давай встретимся, я тебя приглашаю на ужин», или там, не знаю, «давай встретимся, например, в парке, погуляем, поболтаем». Ну вот и все на сегодня, ребята. Я рассказала вам все, что хотела. Если у вас есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, задавайте их, и я постараюсь на них ответить. Также хочу сказать, что мы будем обсуждать еще другие взаимовозвратные глаголы. У меня есть целый список этих глаголов, но это в будущем. А на сегодня это все. Так что спасибо, что смотрели. И до следующей пятницы. Пока!